Здравствуйте! Тема сегодняшнего занятия — перпендикуляр плоскости. Рассмотрим сегодня три задачи. Первая задача — это определить расстояние от заданной точки до плоскости. Задача вторая — построить плоскость, параллельную заданной на определенном расстоянии. И задача третья — из точки восстановить перпендикуляр к отрезку АБ. Начнем с первой задачи. Значит, задана нам плоскость общего положения ABC, заданная проекциями А2, Б2, С2 и А1, Б1, С1. Также задана точка D, которая находится здесь за пределами вот этой плоскости. Это точка D2, проекция D1. Для того, чтобы определить расстояние, необходимо вначале выполнить некоторые построения. Первое. Необходимо построить горизонталь. Значит, горизонталь строим здесь. Определяем точку пересечения с BC. И ищем эту точку на BC на горизонтальной плоскости проекции. Вот я провел вертикальную линию связи и на BC эту точку нашел. Значит, получилась у меня горизонталь. Она идет от А через полученную точку и далее. Подпишем сразу. Значит, это будет у меня здесь точка будет 1, проекция 2. Здесь точка 1, проекция 1. Здесь горизонталь. Горизонталь это будет H2. И здесь это будет горизонталь H1. Проекция первая. Так, дальше. Затем необходимо изобразить фронталь. Для этой цели проведем здесь фронталь. Найдем точку пересечения горизонтальной проекции фронтали с BC. Ну, BC, а может быть и с другой, в зависимости от формы треугольника. Дальше проведем линию связи вертикально вверх. — 90 градусов. Если так не хочет, проведем так. Найдем точку пересечения и проведем фронталь. Вот эта фронталь будет здесь проходить, фронтальная проекция, и ее дальше. Подпишем. Здесь у нас будет точка, вот здесь, в этом месте. Это будет точка 2, проекция 2. Здесь точка 2, проекция 1. Здесь мы имеем F1 проекцию. И здесь имеем проекцию F2. Подписали. Ну и теперь непосредственно мы можем приступать. Ну, эти повернул их. Можем приступать к построению непосредственно перпендикуляров к фронтали. Значит, дальше начинаем. Здесь с точки D опустим перпендикулярно фронтальную проекцию фронтали. Значит, проводим отрезок. Переопределим привязки, чтобы это было нормаль. И вот его сюда провели. Так. И продлеваем его дальше. Продлили дальше. Теперь из точки А опустим перпендикуляр здесь на горизонтальную, из точки D опустим перпендикуляр на горизонтальную проекцию горизонтали. Так, то же самое переопределяем. Нормаль. И это у нас вот она. Вот здесь. И, соответственно, продлеваем. Растягиваем.
Ну, может быть, даже придется еще дальше растянуть. Вот так. И здесь немножко ее растянем дальше. Вот так. Теперь давайте подумаем, что мы получили. Мы получили здесь сейчас отрезок, проходящий через точку D. И этот отрезок является перпендикулярным плоскости. А теперь осталось найти же, где же этот отрезок будет пересекать плоскость. То есть решаем задачу, которую мы решали в предыдущем занятии. Определяем место встречи прямой с плоскостью. Для этой цели заключим данную проекцию в фронтально проецирующую плоскость. Фронтально проецирующую плоскость. Ну вот я тут изображу то, что мы вот здесь сейчас создали плоскость. И эта плоскость будет фронтально проецирующая у нас. Вот она, провели эту плоскость. Данная плоскость будет у нас пересекать стороны треугольника в этой точке и в этой точке. Теперь построим вот эти полученные точки здесь на горизонтальной плоскости проекции. Для этого что мы сделаем? Опустим перпендикулярно АБ. Ну, здесь единственное, что требуется, это делать внимательно, да? Так. Ну, что-то я сомневаюсь. Еще раз проведем из точки пересечения перпендикуляр. Да, вот он. Это вот он будет перпендикуляр. И точка сама пересечения будет вот здесь. Отметим эту точку. Так, дальше найдем, опустим со второй точки. Перпендикуляр. Тоже опускаем его вниз. И этот перпендикуляр у нас получится вот здесь, в этом месте. Изобразим. Теперь соединим полученные точки. Соединим полученные точки. И исследуем то, что у нас получилось. Что мы ищем? Вот смотрите, перпендикуляр опущенный, это у нас был, ну, чтобы нам не путаться, я лишние уберу точки, да, лишние, вот эта линия связи D, это и это получается у нас отрезочек, вот этот перпендикулярный. У нас вот он, да, перпендикулярный. Ну, поменяем его цвет, чтобы было понятно нам. Вот это отрезок. Вот он у нас перпендикулярный. И второй перпендикулярный отрезок, это вот этот. Теперь мы, когда провели вот эту линию, да, то в каком-то месте эта линия, вот здесь соединяющая, должна пересечь нам отрезок перпендикулярный вот в этом месте. Значит, отметим вот это место. Вот оно. 1. И смотрите, что у нас получилось. Вот у нас получился отрезочек. Вот он идет отсюда и до сюда. Так, где у нас получилось? Не так. Это у нас вот точка и вот точка D. Это значит, у нас отрезок отсюда и до сюда. Это есть что? Проекция перпендикуляра. Да? Проекция перпендикуляра. Одна на горизонтальной плоскости. Ну и теперь такую же проекцию найдем на, соответственно, втором вот здесь. И вот проведем здесь. Проведем так, чтобы это было перпендикулярно. Вот так. И вот видите, у нас получился вот вторая здесь точечка. И, соответственно, получился отрезок от этой точки до точки D.
Вот, это уберем. Получилась вторая проекция нашего перпендикуляра. Теперь осталось решить простую задачу, это определить же натуральную величину полученного отрезка. Мы имеем проекции, да, а мы сделаем сейчас натуральную величину. Ну, для этого измерим превышение здесь дельта z. Возьмем размер и померим его здесь. Вот этот размер. Значит, здесь получается 17 миллиметров. Отложим. Это расстояние перпендикулярно здесь. Я переопределю привязки. Нормаль. Вот так, выключу привязку перпендикулярную. Еще раз, нормаль. И эту нормаль мы должны вот сюда провести. Видите? Еще раз вот сюда и переопределю привязки, это будет нормаль к этому отрезку. Так, но он должен быть у нас 17 миллиметров. Вот она и построилась, нормаль это. Значит, перенесу эту нормаль. И далее соединю полученные точки. Вот то, что у меня получилось. Это и получилось решение нашей задачи. Натуральная величина отрезка перпендикулярного проведенного из точки D к плоскости ABC. То есть то, что у нас требовалось в задании. Да? Вот именно расстояние. Вот это вот синенький отрезочек. Все по этой задаче. Переходим к следующей. Следующая задача требует у нас построить плоскость, параллельную заданной плоскости ABC и на заданном расстоянии. Значит, для того, чтобы это сделать, то нам, получается, необходимо решить задачу, например, восстановить перпендикуляр из точки А. Для этого, чтобы мы это могли сделать, проведем сначала горизонталь, найдем точку пересечения, проведем линию связи до пересечения с BC. И построим точку пересечения. И построим непосредственно саму горизонталь. Вот она. И продлим ее дальше. Вот это у нас получилась горизонталь, которая нам необходима. Дальше точно так же необходимо построить фронталь. Найдем точку пересечения. Проведем линию связи вверх. Вот так сделаем. Провели линию связи. Обозначим точку. Проведем фронтальную проекцию фронтали. То есть проведем его так и далее продлим. Подпишем. Ну, подпишем то, что нам нужно. Это фронтальная проекция фронтали. Это F2. А вот это горизонтальная проекция горизонтали. H1. Вот то, что нам необходимо было построить. Теперь восстановим перпендикуляр. Здесь фронтальная проекция фронтали, здесь горизонтальная проекция горизонтали. Ну, для этого я здесь поступлю следующим образом. Проведу нормаль. Проведу нормаль к фронтальной проекции фронтали. Вот я ее провел. Теперь эту нормаль перенесу в точку А. Дальше построю также нормаль к горизонтальной проекции горизонтали.
построил, перенесу эту нормаль в точку А. Так, и теперь давайте подумаем, что мы имеем. Ну и продлю эту нормаль. Дальше. Вот так. Теперь давайте подумаем, а что, и эту тоже продлю вниз. Что мы здесь получили? Значит, мы имеем прямую, проходящую через точку А плоскости, которая является перпендикулярной плоскости. Но нам надо, чтобы она находилась у нас на расстоянии, новая плоскость, 45 миллиметров. Значит, нам надо как-то от точки А отмерить 45 миллиметров. Можем ли мы это сделать, отмерить прямо здесь? Нет. Почему? Поскольку это проекция. Поэтому я предлагаю поступить следующим образом. Возьмем здесь произвольную точку, например, эту, и дальше построим точку вверху. Получили вторую проекцию точки. Что мы теперь имеем? Давайте подпишем. Ну, это мы назовем ее там, допустим, эту точку. Ну, как-то там К. Это проекция 2. И это будет К. Проекция 1. Построили. И дальше подумаем, что мы имеем. Мы имеем отрезок КА, который перпендикулярен, получается, плоскости АБС, и длину он имеет неизвестно какую. Да? Значит, определим, а какой же длины этот отрезок. Для этого сделаем так. И определим непосредственно превышение. Превышение у нас будет, видите, ровно 30 миллиметров. Да? 30 миллиметров. Теперь, что мы должны сделать, чтобы определить натуральную величину от этого отрезка? Ну что, здесь перпендикулярно отложить отрезок 30 миллиметров. Ну, я построю его следующим образом. Отложу нормаль вот сюда. Вот эту нормаль. И 30 миллиметров. Отложил. Теперь ее перенесу. Я его перенесу параллельно вот в эту точку. Дальше соединю А и конец отрезка. Вот это, что мы получили, это есть непосредственно натуральная величина отрезка КА. Да, то есть, ну, тут эта точка является какая? Вот это, что мы получили, это будет К нулевое, да? К нулевое. Подпишем. Это К нулевое. Но длина какая этого отрезка? Вот я, если его выделю, возьму свойства и посмотрю. Длина этого отрезка, ну, почти угадал, да, 45,7 миллиметров. Ну, а нам нужно сколько? 45 миллиметров, да? Поэтому я что сделаю? Начерчу этот отрезок или отмерю этот отрезок. Вот здесь, отсюда в точку К и длиной 45 миллиметров. Ну, видите, он у меня получился вот такой. Короче, немножко короче. Теперь, после этого, проведу линию параллельно вот этой, что у нас есть. То есть я ее что? Скопирую, да, эту линию. Копирую и перенесу так, чтобы вот этот кончик стал здесь. И вот в этом месте у меня получилась точка. Вот эта точка и определяет у нас длину проекции отрезка, который и тот, который нам нужен, То есть решение нашей задачи в данном случае будет вот следующее. Вот проекция отрезка.
который будет равен именно 45 миллиметров. Да, вот он. Ну, также, что надо сделать? Теперь надо построить линию связи и найти положение этой точки вверху. Отсюда линию связи проводим вверх, проводим перпендикулярно. И решение наше будет здесь. Вот эта точечка, да? Вот она. Ну, если мы это обозначим, то будет выглядеть это так. Вот она. Отсюда мы должны провести и до точки А. До точки А. Вот что. Теперь вот здесь получилась точка, ну не К, а назовем ее какой-то другой точкой. Назовем ее другую. Допустим, это будет там точка у нас Е. Обозначим. Вот полученная точка вот здесь. Это будет у нас Е. Это Е, проекция 2. А здесь внизу это будет Е, проекция 1. Так, и решение нашей задачи, вот оно, расстояние 45 миллиметров, это будет отрезок ЕА. А нам надо построить плоскость, которая была бы параллельно заданной. Ну, плоскость можно задать по-разному. Можно в виде плоской фигуры, ну а зададим давайте ее в виде пересекающихся прямых. То есть я вот смотрите, изображаю одну прямую, изображаю вторую прямую здесь. Вот так. Проходят они через точку Е. И в этом месте точно так же изображаю одну прямую, проходящую через точку Е. И изображаю вторую прямую, проходящую через точку Е. И дальше нарисуем вот такую здесь ломаную линию. Вот так. Дальше нарисуем еще одну ломаную линию. И здесь изобразим ломаную линию. Так, и еще одну ломаную линию с этой стороны. Вот так. Так, зарано. Вот. Ну и теперь заштрихуем штриховкой вот такого типа. Вот здесь, здесь. Вот так. Видите, там какие-то зазоры, значит, существуют. Ну, возможно, вот это вот здесь. Попробуем еще раз. Вот, видите, заштриховалось. Так, заштриховалось, но много лишнего. Ну, не хочет штриховаться, видимо, у нас там надо проверить, чтобы не было зазоров. Да? Ну, тогда оставим без штриховки. Вот получились наши плоскость, вот она, которую необходимо было сделать вверху. И вот здесь она внизу. Она является параллельной плоскости АБС и находится на расстоянии ровно 45 миллиметров. 45 миллиметров. Вот все, задача решена. Переходим к третьей задаче. Значит, из точки С необходимо восстановить перпендикуляр КБ. Значит, для того, чтобы это сделать, мы поступим следующим образом. Мы проведем вот так плоскость перпендикулярную к отрезку АБ. И так, чтобы эта плоскость содержала точку С. Значит, и проведем ее таким образом. Вот посмотрите внимательно. Здесь мы проведем горизонталь. И
здесь мы проведем еще, проведем фронталь. То есть плоскость мы зададим горизонталью и фронталью, но их мы проведем не просто как, а вот фронталь мы проведем перпендикулярно вот так. То есть у нас получится, вот смотрите, что получается. Вот здесь я обозначу, чтобы было понятно. Здесь у нас будет это горизонтальная проекция горизонтали, H, ну, маленькими буквами обозначим, H2. А это будет у нас фронтальная проекция фронтали, F2. И при этом, обратите внимание, я даже помечу здесь угол. Вот этот угол здесь равен у нас 90 градусов. 90 градусов. Ну, или, может быть, я его обозначу так, с другой стороны, чтобы он нам не мешал потом. Вот так. Угол 90 градусов. Значит, это было у нас на фронтальной плоскости проекции. Да? И плоскость, чтобы вы понимали, выглядит таким вот образом. Вот она. Есть. Дальше. Теперь проведем, то есть зададим горизонтальную проекцию. И зададим ее так. При этом проведем здесь фронталь. Так, чтобы она проходила, вот она, горизонтально. А горизонталь зададим так, чтобы она была перпендикулярна, да, чтобы она была перпендикулярна плоскости. То есть вот сюда и определим нормаль. Вот она. Ну, прям попадает сюда, да. Ну, пусть сюда, да. Нет, даже не хочет сюда. На продолжение, да. Ну, пускай будет так. Тогда мы здесь что? Продлим отрезок. Продлили. Да, вот получилось у нас здесь. Так, и мы это все обозначим, чтобы нам было понятно, да, что тут у нас получилось. И где эта плоскость находится. Вот, продлим дальше. Вот так. Вот. Обозначим. Опять же, здесь это будет у нас H1. Вот это вот H1. H1. А вот это будет у нас не что иное. Вот это вот как F1. F1. Так, мы теперь имеем плоскость и отрезок, которые являются взаимно перпендикулярными. А теперь решим задачу такую, как найти. Мы имеем вот отрезок, он будет пересекать плоскость. А в какой же точке он будет пересекать? Мы можем такую задачу решить. И мы ее уже решали на занятии 4. То есть мы заключим вот этот отрезок, плоскость, которая будет являться фронтально проецирующей. И, соответственно, найдем точки пересечения. Этими точками пересечения будут являться первая точка и вторая. Одна точка лежит на горизонтали, вторая на фронтали. Значит, на горизонтали эта точка будет у нас находиться, видите, где? Ну, немножко там она получается. Ну, так, да? Даже вот так надо ее тогда провести. Эту точку. Линию сюда проведем вверх. Так, есть. Так. А вот эта точка лежит у нас на фронтали. Фронталь у нас находится внизу. Вот здесь.
точка будет находиться где? Вот в этом месте. Раз. А точка, ну, придется что сделать? Продлить, да, эту горизонталь до пересечения, да. Растянем ее, продлим. Не хочет так растягиваться, то отключим. Так, дальше вытянем ее. И вытянем мы ее до пересечения, да, вот она будет вот так пересекать. И где она пересечет? Вот в этом месте. Вот она, 1. Ну и что? Соединим теперь полученную точку вверху и внизу. Где будет точка пересечения вот этой линии с АБ? Вот в этом месте. Ну и соответственно здесь. И на фронтальной плоскости это будет у нас вверху. Это будет вот здесь. И теперь осталось нам что сделать? Построить отрезок. Проекция отрезка, который будет перпендикулярен АБ. Для этого из точки этой С исходной до полученной проводим одну проекцию. И из точки С проводим до полученной вторую проекцию. И подпишем. Значит, это у нас должна быть точка. Назовем ее D. Это будет D2 проекция, а это будет проекция D1. Все, то, что требовалось, мы и сделали. На сегодняшний день все. До свидания.